многие девушки, женщины говорят, что все мужики козлы. Я думаю, каждый в своей жизни не раз слышал эту фразу. Откуда эта фраза, понятия не имею, это уже история. Ну, все мы в детстве, в возрасте, да, на протяжении жизни слышали эту фразу. И она очень-очень знаменитая. И вот причины этой фразы, почему так девушки говорят. Опять же, тут сейчас расскажу личный пример. Я не только веду практику по сексологии и психологии, также у нас семья, у меня есть друзья, знакомые, одноклассники, одноклассницы, мы посещаем различные мероприятия, общаемся, социализируемся. Ну, в общем, это я говорю к тому, что я не живу в вакууме. И то, что у каждого из нас есть тот, кто говорит эту фразу. Девушки, женщины, неважно. Я думаю, у вас тоже есть такие знакомые, которые это говорят. Ну, в общем, вот про себя хочу сказать, то, что конкретный пример. Сейчас я изменил имя, назовем ее Наташа. Ей 30 лет, когда это знакомая еще с нашего детства. Когда я ее встречаю, она начинает жаловаться, то, что все мужики козлы. Сейчас нормальных-то мужиков нету вообще. Все они, да, никакие. И тогда я говорю: Наташ, ну тут такое дело. А в твоей жизни, как я знаю, ну не было долгих отношений. Ты ни с кем не жила. У тебя были лишь короткие связи. То один, то второй, то третий. Но с кем-то отношений ты не выстраивала там больше года, больше 2 лет. Она говорит: да потому что это все проблема в них. Потому что нет достойных мужиков. Хороших, смелых, сильных, ответственных. А все какие-то либо слюнтяи, либо лжецы, либо от меня им нужен только секс, либо мои деньги, либо еще что-нибудь. Я вот на нее смотрю, и у меня дым из ушей идет. Вот честно вам говорю. Я говорю: Наташ, ну может дело не в мужиках, а может дело в тебе. И опять же, зная тебя, мы тут сейчас, когда мы с ней общаемся, мы там не устраиваем сеанс психотерапии. Я уже понял одно, то что нужно ставить границы. И когда ты общаешься с друзьями, знакомыми, в социуме, ты не работаешь как психолог, как сексолог. Ты просто друг, ты просто товарищ, ты просто знакомый. Ни в коем случае кого-то не лечи, не пытайся что-то навязать. Нет, нет. Если хотите исправить проблему, если есть какие-то трудности, сложности, записывайтесь на консультацию, приходите, и там будем работать. Но так, в дружеской беседе, у меня совершенно другая роль в этом плане. И когда я ей говорю то, что: Наташ, ну может тебе к психологу сходить, может тебе разобраться с твоими убеждениями. Я так ласково ей издалека намекаю. Она говорит: да не, со мной все окей, со мной все вообще отлично. Я нормальная, хорошая, красивая девушка, целеустремленная, у меня все есть. У меня проблем никаких нет, я вся проработанная, я вообще лучше всех в мире. А вот с мужиками что-то в нашем мире вообще не повезло. Либо лжец, либо какой-нибудь негодяй, либо какой-нибудь слюнтяй, либо там, не знаю, им только нужен секс от меня и ничего больше. Вот где же они нормальные-то хорошие мужики? Их вообще в мире нету. И опять у меня снова пар из ушей. Наташа, ну может все-таки сходить на сессию тебе к психологу и поработать с этим, и более профессионально, не тут в дружеской беседе это все обсудить, и не обвинять всех, и не навешивать направо-налево ярлыки. Не, ни в коем случае. Окей, это твоя история, это твоя жизнь, твой путь. Ни в коем случае, если ты сама к этому придешь, если ты сама захочешь что-то это изменить, ты это сделаешь. Если нет, но тебе и будет 50 лет, ты с таким же убеждением и будешь жить. Также часто это все бывает, когда клиентки ко мне приходят на сессию, и это не первый запрос, то, что все мужики козлы, а во время сессии выясняется то, что нет доверия к мужчинам, то, что лучше уж, это опять сейчас говорю по мнению клиенток, которые были, лучше уж все самой контролировать, все самой держать, чтобы вот это как женщина с яйцами, лучше уж все делать самой, но ни в коем случае не доверять мужикам, потому что они сделают плохо, потому что они не умеют, потому что они не образованы, потому что у них тут везде минусы, минусы, минусы. Опять же, мы работаем на сессиях, мы разбираемся с убеждениями, разбираемся с детством, почему так получилось. И у всех все, опять же, по-разному, все индивидуально. И не стоит, я сейчас не вешаю ярлыки на всех, ни в коем случае, никого-то не оцениваю. Легко повешать ярлык, и легко сказать, что такое хорошо, что такое плохо, там, дать какой-то совет, рекомендацию, это все ерунда.
Мы не знаем всех вводных, мы не знаем всей ситуации, которая была. Почему у каждой такой женщины, у девушки, которая так говорит, сложилось это мнение? Скорее всего, это все из детства. Скорее всего, это связано с воспитанием. Скорее всего, это навязывали родители. Скорее всего, то, что была неполноценная семья. То, что, скорее всего, отца не было в семье. Опять же, приведу такой пример. Сидел я в парке и чисто случайно послушал другой разговор. Сижу я в парке на лавочку, садится женщина лет 30, у нее ребенок лет 8, другая девушка, ее подруга, что-то они разговаривают. И в общем, эта девушка говорит с ребенком, который не мать, а именно подруга, говорит ребенку: слушайся папу, папа молодец. А девочка, ей там лет 8, она говорит: папа плохой. Мама говорит: папа плохой, он нас бросил, все проблемы из-за него. Я это вот чисто случайно вот услышал, потому что была одна лавочка. Я думаю, ну вот, конкретный пример. Эта девочка вырастет, и у нее уже мировоззрение будет, у нее уже будет убеждение, да, как сказать, она уже будет жить этим, то, что мужики плохие, папа плохой, он нас бросил, он во всем виноват. Опять же, мы не знаем всей истории, мы не знаем, мы сейчас можем только судить и интерпретировать, даже не судить, а мы сейчас можем только для анализа взять информацию, потому что мы не знаем, что на самом деле произошло, и мы не знаем обе стороны медали, потому что очень важно знать две стороны медали. Мы знаем только одну точку зрения. Но, скорее всего, у этой девочки вот будут такие убеждения, то, что связанные с мужчинами. Все пошло от отца, а потом дальше, когда будут отношения, и все будет, как сказать, это все будет взаимосвязано. И цель этого видео: когда вы слышите такую информацию, то, что от друзей, от знакомых, от родственников, до кого угодно вообще, то, что все мужики козлы, на них невозможно положиться и так далее и тому подобное, то всегда есть какая-либо причина этому. И причина часто кроется глубоко в бессознательном в нашем, у каждого человека. И в простом разговоре очень тяжело добраться до туда, да и не надо на самом деле. Этим занимается специалист, этим занимается сексолог, психолог. Для этого нужна терапия вообще, чтобы понять саму причину. Не симптомы, что транслируют, а именно саму причину. Потому что, как я говорю, это все взаимосвязано. И тут нужно каждый случай, опять же, все мы индивидуальны, каждый случай рассматривается индивидуально. И когда вы слышите такие стереотипы, такие шаблоны, знаете то, что какая-то, значит, была травма, какая-то в жизни была ситуация, образ жизни, семья, родители, друзья, окружение, предыдущий опыт очень сильно также влияет на это. Можно ли это все исправить и как-то подкорректировать это поведение? Да, конечно, можно. Обратитесь к специалисту. Для этого и нужны специалисты. И с помощью специалиста не друзья, опять же, не знакомые, не подружки, не еще кто-то, а специалист сможет вам найти эту причину, и вы вместе в совместной работе найдете те моменты, почему вы так говорите. В общем, наверное, все. Если остались какие-либо вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витиченко, сексолог, психолог. И хочу сказать то, что не все мужики козлы. Хотя, наверное, есть и такие. Опять же, тут мы все живем в одном мире. Есть там плохое, хорошее, добро, зло и так далее. Это все наши субъективные оценки. Но мы не навешиваем ярлыков, но мы не стремимся все разделить на черное и белое. Это ни к чему хорошему не приводит. Спасибо большое, вам хорошего дня, всего доброго, до свидания.